Соседи бывают разные. У кого-то добрые, приветливые и дружелюбные. У кого-то необщительные, злые. Не желающие не только общаться, но даже не здороваются. История, которую мы сегодня вам расскажем, больше напоминает второй вариант. В одной из квартир Лондона жила бабушка, не желающая общаться с соседями. Максимум, что она делала, здоровалась. Мэгги было жалко бабушку. Она видела, что ее никто не навещает, и всячески старалась предлагать свою помощь, но постоянно получала отказ. Однажды Мэгги, общаясь со своей старшей дочерью, услышала фразу, которая в корне изменила всю ситуацию. Дочь сказала: «Мама, я никогда тебя не брошу и всегда буду помогать, даже когда ты станешь старенькой». Мэгги настолько задела эта фраза, что она решила во что бы то ни стало попасть к бабушке в квартиру и помочь ей. Женщина пошла к ней домой, чтобы в очередной раз предложить помощь, и бабушка открыла ей дверь. Когда Мэгги увидела краем глаза, что творится в квартире, она пришла в ужас. Еле уговорив бабушку, Мэгги зашла в комнату и увидела, что пол был очень грязным. Мебель дырявой, еды практически не было, а та, что и была, совсем непригодна для употребления. А спала бабушка на грязном разорванном матрасе прямо на полу. И, как оказалось, бабушка не принимала ванну несколько лет, потому что у нее не было воды. Убираться в квартире должным образом у нее не было сил и здоровья. Тогда Мэгги вместе с дочерью решили это исправить. Они несколько дней отмывали квартиру, выкинули всю старую мебель, все потрепанные вещи. Выброшено было практически все. Помимо этого, женщина разместила пост в социальных сетях о пожертвовании для бабушки необходимого: мебель, домашнюю утварь, одежду и еду. Всего за одни сутки было собрано 80% вещей из всего списка. Соседи выстроились в очередь, чтобы заполнить дом необходимым. За несколько дней у бабушки появилась новая чистая мебель, хорошая одежда, а главное, новые настоящие друзья, которые не бросят ее в беде. А дочь Мэгги, Руби, провела остаток своих каникул с бабушкой. Они болтали, смотрели вместе телевизор. Теперь у бабушки есть все, что нужно для нормальной жизни. Мэгги говорит, что теперь не бросит бабушку и сделает все, чтобы у Миледи, так она ее называет, была достойная старость. Это история о том, что каждому из нас нужно задуматься и обратить внимание на тех, кто рядом. Возможно, они просто стесняются попросить помощи. Никто не должен жить так, как жила эта бабушка. Мы все когда-то будем в таком возрасте, и неизвестно, что каждого из нас ждет. Если вы думаете, что с вами такого никогда не случится, то зря, ведь никто не застрахован. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.